Привет, друзья, с вами Лада. Помните, мы недавно плели вот такую заготовку в одном болтательном видео. Кстати, всем советую его посмотреть, настроение точно поднимется. Вот это видео, и ссылку еще оставляю в описании. И я планировала здесь сделать самую простую загибку. Это у меня будет салфетница, но мне показалось это скучным, и в этом видео покажу, какую загибку я придумала. И мы начинаем. Беру трубочку, сминаю ее по всей длине, чтобы она была мягкая и податливая. Теперь беру тот конец трубочки, где у нее начало. И вставляю через 3 ряда кончиком внутрь между стойками. С внутренней стороны он выходит буквально на пару сантиметров. Оставляем его в таком торчащем положении и начинаем делать витки трубочкой вокруг этих плетеных рядов. Можно ножницами расширять пространство для удобства, чтобы трубочка легко проходила через ряды. Вы видите, на трубочке остаются небольшие трещинки. На это не обращайте внимания. При обработке немного не уследила за ними, отвлеклась, и они слегка пересохли. А заметила я это только перед плетением. Но для меня это ничего страшного, я покажу, как убрать эти трещинки, как их замаскировать. Продолжаем делать обмотку. Получается, у нас между стойками помещается 4 рядка. Это у меня. У вас может быть чуть-чуть по-другому, все зависит от расстояния между стойками. Когда дошли до стойки, мы ее не трогаем, а переходим в следующее место за стойкой и делаем виток там. Получается, обмотку мы делаем только между стойками. Конечно, если трубочка наша заканчивается, мы ее наращиваем, и наращиваю я ее с внутренней стороны всегда. Здесь у меня получается такая ситуация. У меня плетение заготовки шло по спирали, то есть я не закрывала каждый ряд, и таким образом произошло небольшое смещение. Вы его можете видеть. Вот у нас убраны рабочие трубочки, и получается, что здесь у нас 3 ряда идет, и со следующей стойки один ряд смещается вниз. Так как я такую загибку не планировала, поэтому я и не делала закрытие ряда. Имейте в виду, если вы хотите повторить такую загибку, то закрывайте при плетении каждый ряд, тогда место перехода не будет видно. У меня есть отдельное видео по закрытию ряда, ссылка в описании. Получается, мы делаем последний виток на этом уровне, а уже новый виток делаем здесь, то есть берем ряд снизу. Сейчас покажу, как можно подправить все это дело, чтобы было хотя бы более-менее на одном уровне. Я подтягиваю, как бы поднимаю ряды в этом месте наверх, а здесь немного опускаю вниз. Так как в будущем мы также будем делать некоторые манипуляции со стойками, этого места практически не будет видно. Продолжаю делать обмотку в том же режиме, что и раньше, обходя стойки и наращивая с внутренней стороны трубочку. Трещинки я потом буду замазывать, так что в них ничего страшного нет. Для такой загибки трубочки должны быть обработаны и слегка влажноваты, но не липкие. Тогда они будут пластичные, прочные, не будут махриться и рваться. Имейте это в виду. Ну и я еще в будущем буду экспериментировать с обмоткой, так что и работа над ошибками тоже будет. Итак, я продолжаю делать витки по всему периметру заготовки.
А теперь я подошла к началу загибки. Делаю последние витки. И вот у нас тот конец первой трубочки, я его приклеиваю к плетению. И сейчас я на этот приклеенный кончик укладываю трубочку, которой мы делали обмотку, и просовываю ее внутрь плетения. В этом нам помогут ножницы, то есть внутрь через где-то 2 ряда я ножницами расширяю пространство, вывожу их наружу. И теперь прячу туда саму трубочку, вытягиваю ее наружу, немного с натяжкой держу и обрезаю, а кончик прячется в плетение. А теперь разбираемся со стойками. Здесь все просто. Сминаю стойку по всей длине, обрезаю немного кончик, чтобы она легко проходила через плетение, укладываю ее следующим образом, как на видео, намечаю место, где она будет входить, продеваю внутрь, вывожу ее наружу в этом же ряду, но с другой стороны стойки, и укладываю наверх. В этом месте расширяю пространство ножницами или шилом, как удобно, рядом со стойкой. Срезаю конец трубочки наискосок и прячу конец ее сюда, вместо ее выхода. Помогаю себе в этом деле ножницами, и так делаю со всеми остальными стойками. Можно их на одном уровне ряду разместить или на разных, как у меня, как вам нравится. Еще раз покажу. Стойку очень хорошо сминаю по всей длине, продеваю ее сюда примерно, вывожу ее обратно наружу и с обратной стороны смотрю, чтобы все было аккуратно. Вытягиваю ее хорошенько, но не слишком сильно. Расширяю здесь место, срезаю конец и внутрь продеваю, помогаю ножницами. Можно внутрь капнуть клея ПВА, но я этого не делаю, и так все хорошо держится. На самом деле комбинаций такой загибки очень много можно придумать. Можно сначала заняться стойками, а потом уже делать обмотку. Тут как чувствуете, так и делайте. И не бойтесь экспериментировать.
И теперь я замазываю трещинки колером, каким красила трубочки. Немного в сам колер я добавила ПВА и воды, и тем самым трещинки хорошо маскируются. Состав проникает в сами впадинки, и они становятся совсем незаметны. Вот такая загибка в конечном итоге у нас получилась. Смотрится довольно интересно. Напишите, как вам нравится или нет. Обязательно буду ждать ваше мнение в комментариях. И благодарю вас за то, что делитесь видео в соцсетях. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Легкого плетения, друзья. Увидимся очень скоро в новых видео и трансляциях. Пока-пока!